Привет, друзья! В общем, я лежала, и увидела новость о том, что как раз сейчас идет фильм «Барби» и вся вот эта вот история. В центре Варшавы есть коллаборация Убера и кинотеатра, по-моему, и они там делают фоточки на фоне Барби, и потом можно покататься на розовом Кадиллаке, если будет местечко и времечко, и вообще людей будет мало. Я очень хочу сделать себе на завтра чокер. Возможно, я попаду на это все, возможно, нет. Хочу себе розовый чокер. А еще напоминаю о том, что меня зовут Лизун Юля, и вы на моем Handmade канале. Все, погнали. Так, давайте разберем материалы, которые нам понадобятся. А если ты досмотришь видео до конца, то ты узнаешь, чем закончилась эта история. Какие? Что нам понадобится? Не знаю, почему мне так хочется прыгать и танцевать, наверное, потому что очень много энергии во всем этом. Мне понадобится розовый бисер вот такого вот прекрасного цвета. Затем леска. Иголка мне не нужна, потому что бусины сами по себе огромные. Ножницы и белый бисер. Белый бисер я не определила еще какой. У меня есть вот такой беленький. Вот такой беленький. Они, по сути, между собой похожи. Единственное отличие это по размеру. И есть такие бусины, но они как будто бы будут too much. И есть еще вот такие бусины. Они у меня с... Если вы смотрели видео про Shein, вот здесь вот оно будет. Переделала из моего чехла. Но я думала из них тоже сделать сердечко. То есть у меня было бы такое большое сердечко, такой классический вариант. И такое розовое сердечко, потому что I'm a Barbie girl. Короче, все, я вас включаю. Еще только что, буквально в перерыве между тем, пока я определяла все материалы, позвонила моя сестра, и она тоже со мной будет сейчас параллельно бисерить. Пригласила к ней, но между нами, конечно, расстояние, но я бы просто с радостью пришла. Обожаю вот эти вот сестринские и вообще handmade вечеринки. Когда-нибудь я их замучу, а пока мы с вами можем онлайн встречаться, садиться и делать всякие штуки. Из новенького у меня появилась вот такая тарелочка. Я пока не решила, что для чего она мне нужна, но сегодня я пересыплю в нее этот прекрасный розовый бисер, и она будет лежать. Беру леску длиной 80 см, по туториалу написано 80, но я беру где-то в 2 раза больше, потому что бусины мои сами по себе не малышки, а вот такие. Единственное, что я очень переживаю, чтобы мне хватило этого пакетика. И если его не хватит, то я очень надеюсь, что во Флайтайгере есть такие бусины, и сегодня еще суббота, соответственно, завтра воскресенье никто работать не будет, поэтому мне нужно в ускоренном режиме сделать сердечко. Кое-что похоже на сердечко вырисовывается. Мне кажется, оно где-то так. Ну или походу сейчас еще. 11-й степ только у меня. Смотрите, ребятушки, мы, кажется, на середине серденька вот этого вот прекрасного. Я подхожу к тому, чтобы завершить вот эту часть. Есть вопросики, конечно, по натяжению. Упс. Что за закрутки? Получилось вот такое сердечко. И как оно будет держаться? Я, кажется, допустила одну огромную ошибку. Эта конструкция, сопливая. Нужно сделать одну такую конструкцию. Сейчас я сделаю еще вторую, и потом эти две штуки соединяются и обшиваются из внутренней и внешней стороны. То есть есть миллионы шансов, что все будет так, как надо. Пока эта история не очень держится, и на самом деле меня это слегка расстраивает, потому что, что это за такое? Что это за такое вялое сердечко? Но я надеюсь очень сильно, что у меня все получится. Я пока вот смотрю на это сердечко, смотрю, и оно мне так нравится. Я сюда его положу, чтобы вам тоже было видно, и это просто... Это что-то красивое очень.
Приступаем к part 2. Что мы делаем снова? Отматываем лесочку. Не совсем удобно работать с такой длинной нитью. Мне пока хватает бисера. Я реально очень сильно надеюсь, что мне хватит бусин. Ну, потому что, ну, что это такое? О! Нет! Четвертая бусина бракованная. Что я не то делаю. И вот у нас готово 3 шага. 3 шага. Как плетут эти сумки? Мне кажется, это что-то сложное. Красиво, да? Ну, красиво? Ну, напишите, если красиво, пожалуйста. А еще, дорогулечки тогда мои, пожалуйста, пока я здесь плету, занимаюсь этими всякими делами, вдохновляю вас на всякие новые свершения. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал, поставьте лайк этому видео, напишите комментарии, понравилось вам или нет, и какие видео вообще хотите, ждете дальше, потому что я уже записала некоторый контент-план, он будет периодически выходить, и, может быть, у вас есть какие-то новые идеи, вы, может быть, что-то хотите, может быть, наши с вами интересы совпадают, и я запишу это видео. Все, я погнала дальше. У меня уже следующий шаг. Честно, знаете, это похоже на рыбу, которая болтается, когда ты ее на удочке словила. Она такая живая, энергичная и плюхается. Я конкретно переживаю, чтобы у меня хватило бусин. Пока я отключила камеру, плела, значит, болтала с вами. И по итогу я переплела чутка и думала, что это у меня такое произошло, и почему у меня сердечки не сходятся. У меня есть сердечко раз, о, даже фигурку, кстати, вам видно. У меня есть сердечко 2, настал черед их соединять, и у меня осталось, ну, буквально всего ничего, бусинок и 6 бракованных. Надеюсь, эти 6 бракованных бусин меня спасут. Я, о, господи, запутала все. Сейчас я буду сцеплять, и пока промежуточный мой комментарий о том, что, ну, леска для таких бусин не совсем лучшая история. Сейчас я максимально затяну, насколько это возможно. Я их кладу одна на другую и приступаю к магическим сшивательным действиям. Спешу с вами поделиться, что сердечко благополучно принимает форму сердечка уже. Прикиньте, как эта штукенция будет тут висеть. И она даже, если честно, какая-то очень огромная, но всем будет видна. Обалдеть! Обалденный чокер. Мне осталась внутренняя сторона. Я скрещиваю все пальчики, что мне хватит всех вот этих бусин. Очень надеюсь. Это даже может быть ошелупительный браслет. У меня малость изменился фон. Но это все потому, что на улице уже потемнело. Я включила все возможные света, что у меня есть. Я доплела. Мне буквально хватило там вот это вот все бусины, что остались. И вот что у меня получилось. На самом деле сердечко достаточно массивное, и мне оно нравится просто без любого бисера. Смотрите, 2 варианта. Первый вариант — это золотистая такая история, но мы с вами начинали с того, что у нас Барби история, и какой-то странный акцент.
И золотой здесь, он минималистично смотрится, его практически не видно, но что-то не то. Давайте я его сниму. Показываю, как выглядит с бисером и без него. Кладем сердечко и рассматриваем. Мне, если честно, нравится больше вариант без белого. А вам как? На самом деле оно гигантское, очень сильно получилось. Я бы его даже использовала как браслет. Видите, какая красота. Все, завтра утром я вам все покажу.